Всем привет! Сегодня решил записать туториал, простенький такой туториал о том, как вообще красить объекты в Live 2D. И не то чтобы красить, а как делать кастомный цвет, чтобы потом его в VTube Studio настраивать. В принципе, в этом нет ничего сложного, сейчас я все расскажу. Возможно, для кого-то это будет не новостью, для кого-то будет новостью, кто-то может так не умел. Все узнаем, буду показывать на примере вот такого простенького квадратика. Вообще красить можно все: волосы, глаза, какие-то другие части модели, я не знаю, мало ли у вас какие модели существуют. Все может быть везде, может пригодиться. На своем вот этом квадратике я сделал вот такое движение туда-сюда. Будем рассматривать, например, того, что у нас уже есть какие-то точки, и что-то надо будет с этим сделать. Вообще лучше создать, просто взять его в деформер и уже на самом деформере все это делать. Но можно и так. Для начала создаем параметры. 3 штуки. Создаем параметр RGB, собственно, 3 цвета, 3 параметра, так и назовем. R, параметр R. И дальше минимум ставим 0, дефолт ставим 255 и максимум тоже 255, и обязательно включаем blend shape, потому что если мы будем делать это все без blend shape, то наш компьютер просто взорвется к чертям, потому что Live 2D будет это все просчитывать, вот эти связки между тремя параметрами, а здесь еще 255 точек, это будет очень тяжело для него. А вот так вот на blend shape он не так сильно напрягается, поэтому нормально. RGB, 3 параметра, все готово. Добавляем наш квадратик сюда, именно 2 точки добавляем, потом ставим на 0, получается все параметры на нуле, вот эти все в дефолте. Теперь открываем функцию Multiple K Editing. Такая функция, которая позволяет нам редактировать что-то между точками, вообще всеми, очень удобно иногда, очень пригождается. Здесь нам надо поставить цвет черный для всех точек, абсолютно, чтобы он всегда был черным. Все, наш квадратик черный, куда бы мы его ни подвинули, что бы с ним ни сделали, он будет черным. Поехали. Видим красный цвет, здесь находим красный, ставим на максимум. Видим RGB также. R надо поставить на 255. Собственно, 255 здесь, 255 там. Теперь то же самое с зеленым цветом делаем, пожалуйста. Теперь то же самое с синим. RGB, все готово. Теперь на максимум должен быть белый. Тут маленькая поправочка. Когда все параметры стоят на максимум, то ваша текстура сделается не белой, а того цвета, которого она была изначально. То есть, если условно ваша текстура розовая изначально, то они на параметрах 255, они станут розовыми обратно. На минимуме должен быть черный. И можно вот так вот брать и смешивать цвета, делать какие-то разные оттенки. Все опять-таки это можно делать не только на вот этом квадратике, можно делать это на чем угодно, на волосах, на глазах, опять-таки скажу, везде, просто где захочется. Также между точками все это уже вот у нас будет сделано, все это будет прекрасно работать, и наш квадратик будет нужного нам цвета, белый на белом, прекрасно. Вот так вот взяли, как-то покрасили, как захотели, и, пожалуйста, вот он, квадратик, позинг сейчас включим, и вот он будет двигаться, сам цвета менять. Все это делается очень просто, я думаю, это не так сложно, в принципе, до этого несложно догадаться самому, но просто кому лень думать, как бы это странно не звучало, кто хочет, вот, готовое, вот, пожалуйста. Все вот так вот просто делайте, пользуйтесь, создавайте, творите.